наверное, много раз слышали от родителей или знакомых, что не нужно стоять на месте, нужно двигаться, развиваться, ведь жизнь не должна застаиваться. Жизнь или существование – это движение, и это чистая правда. Но сегодня мы увидим, что происходит, когда развитие происходит кем-то или чем-то насильно, буквально заставляя нас проходить целые этапы эволюции. Ну, здорово. Сегодня мы разберем малоизвестный русский аналоговый хоррор с канала Думер. Теперь и не скажешь, что это что-то там у них на Западе происходит, и нам бояться не стоит. Блять. Вся история ведется от лица молодого парня, чистой воды пессимист. Работает, спит, смотрит телек, все как у всех. Но внезапно по новостям передают, что пойман сумасшедший. Он бегал по улице с безумными глазами и просил вырвать его лицо. Просто очередной псих, скажешь ты. Люди тоже так думали, поэтому просто заперли его в камере и начали обследовать. Но о том, что с ним случилось, потом мы еще поговорим. А пока давай вернемся к пареньку. Вот он спокойно вернулся с прогулки, хочет переодеться, и внезапно в зеркале шкафа видит свое лицо. Оно изменилось. Ночью того же дня ему снится странное существо. Коротким привет, показывая, что оно разумно. Удивительно, как мы вообще можем понимать его, ведь оно лишь издает какие-то странные звуки. Но факт остается фактом. Оно поприветствовало нас. От диалога с пародией на Ктулху нас отрывает будильник, безбожно ломающий мир Морфея. По новостям срочные новости. По всему городу происходит нападение. Мутировавшие люди стали агрессивными. У некоторых прорастают дополнительные конечности. У кого-то происходит деформация лица и костной структуры. Верующие говорят, что это проявление дьявола. И скоро врата ада разверзнутся. Люди науки же считают, что это просто сбой ДНК. Но в это мало верится. Ведь все началось после поимки того самого первого пациента, сумасшедшего. Тем временем у парня прошло 13 дней. Судя по новостям, врачи не смогут помочь ни людям, у кого появились лишние конечности, ни ему с таким лицом. У парня начинается процесс отрицания. Он пытается найти выход, найти то, что ему поможет, как-то исправить эту ситуацию. И первые звоночки к действию уже есть. И снова сон, и снова приветствие от существа. В этот раз удается завести диалог. На вопрос «Зачем ты снишься мне?» оно отвечает размыто. Я не причиню вреда. Тебе не стоит бояться неизбежного. На вопрос же о том, что оно такое и как мы его понимаем, оно говорит, что разум человека не способен осознать этого, а понимаем мы его лишь по его прихоти. Снова новости. В этот раз нам говорят не выходить на улицу и исключить любые контакты с людьми. Информации о том, почему люди превращаются в монстров, нет. Но нам говорят, что пытаются стабилизировать ситуацию. С момента первого инцидента прошел месяц. Ситуация становится только хуже. После некоторых исследований выяснилось, что никаких отклонений у больных людей нет. Вообще никаких. Даже те болезни, что были у людей, прошли. Чем страшнее заболевание, тем сильнее мутации, говорят нам по телеку. У самого первого пациента был рак легких из-за сильной любви к сигаретам. И вот этим он стал. Некогда человека в нем выдает лишь 2 ноги и лицо с гримасой агонии. Остальное же тело превратилось будто в множество морских организмов, которые вместо того, чтобы паразитировать на днище корабля, паразитируют на его днище. Возвращаясь к парню, мы видим, как его психоз прогрессирует. Он хочет исправить ошибку, которая случилась с его лицом. Сделав дело, он отключается прямо на кухне. И снова «здрасте», говорит нам существо. Герой жалуется, что снова видит его, ведь он избавился от уродского лица. Существо негодует. Почему же ты не рад? Я вылечил твою язву, ведь ты плохо питался. В ответ герой аргументирует тем, как изменилась его внешность. Но монстр говорит фактами. Внешний облик не важен. Эволюции не нужна красота. Ее цель – выживаемость. Выживаемость?
Но зачем нам выживаемость в наше время, в современное время 21 века? Никаких опасностей в виде динозавров и прочих тварей нам не грозит. Но монстр говорит, что пора шагнуть на новую ступень. Там, куда они отправятся, их эволюции недостаточно. Поэтому он в короткие сроки изменяет их, помогая достичь того, чего сами они не смогут. День 43. Новости говорят, что каждый второй человек начал испытывать мутации. А это, на минуточку, 50% населения Земли. Первый же пациент короложопый попросту пропал. Говорят, что он исчез прямо на глазах у медиков. Ситуация в мире не лучше. Правительство потеряло контроль над ситуацией. Люди поддались всеобщей панике. И тут ведущий говорит, наверное, самые страшные слова, которые мы можем услышать в наше время. Мы не знаем, что делать. Мы искренне признаемся, мы не сможем помочь. Переносимся к герою. От прослушивания новостей ему явно стало страшно. Мало того, что правительство ничего не может сделать, так он еще и исчезнет через 43 дня с момента начала мутаций. Значит, ему осталось всего 5 дней. Далее начинаются самокопания героя. Если бы он любил жизнь, то он был бы в ужасе от всего того, что происходит. Но смысла он в ней особо не видит, поэтому как-то пофиг. И далее следует финал его истории. И вот существо говорит, что он готов. На вопрос героя, кто же все-таки это существо, оно отвечает. Будильник. Все такой же оскверняющий тишину и неприятный слуху. Но в этот раз отключить его некому. Герой пропал. Новости говорят, что за неделю исчезло более 1,5 миллиарда человек. Теория подтвердилась. Люди исчезают на 43-й день мутаций. Ведущий говорит, что человечество исчезает. Вы бессильны. Да спасет нас Бог. Под спокойную музыку показываются улицы городов. Пустые, безмолвные, мертвые. Но почему-то успокаивающие и умиротворенные. Существо высится над городом огромных масштабов, смотря на все сверху, словно он и правда Бог. Получилось довольно сумбурно, да? Ставьте там лайки за мои старания. Это мой первый вообще сценарий, который я смог написать и как-то проговорить на камеру. Это было сложно, честно говоря. Подписывайтесь там на канал, чтобы увидеть в будущем еще обзоры. Ставьте лайки на это видео, если вам понравилось. Если вы хотите больше там обзоров, можете написать в комментарии о том, что бы вы хотели, чтобы я разобрал. Потому что, на самом деле, мне понравилось это все делать, все это разбирать. То есть это довольно интересно, свои мысли какие-то додумывать. Это прикольно, прикольно. То есть, когда есть вот над чем поразмыслить, это классно, а не как с Доктор Nowhere. Но не будем вспоминать такое грустненькое, где вообще ничего не понятно. Сам ролик про эволюцию мне понравился, очень классный, очень атмосферный, очень такой... Вот этот вот русский вайб чувствуется в нем, и мне это нравится. Очень круто сделано. Ребятам, респект, лайк поставил. Оставлю ссылку на оригинал в комментариях, потому что в описании я еще не могу ссылки оставлять. Оставлю в комментариях, в закрепленном комментарии. Переходите, ставьте ему лайки, подписывайтесь на его канал, потому что чувак реально крутой, талантливый, и мы будем ждать новых видео. Вдруг он нам раскроет больше подробностей об этом существе, об этом боге. Надеюсь, вам понравился этот недообзор, недопересказ, вот что-то там между, на аналоговый хоррор «Эволюция». Спасибо вам за просмотр, до скорых встреч.